Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас ЛТшка, один из самых любимых классов, интересных классов техники, вот, советская ЛТшка 8 уровня, проходная прокачиваемая ветка ЛТТБ. Вот такой вот смешной танк, вот. Полноценный гайд-обзор сегодня у нас. И, конечно же, начнем с бронирования. Да, ЛТ, ну а почему не посмотреть броню-то? Ознакомиться. Пошли. Ну, вот наша броня. И здесь мы давайте очень быстро. Корпус 115, 147. Ну, блин, как для ЛТ, смотрите, даже броня есть. Что-то там иногда, если вот так приподнять, даже можно зарикошетить, как ни странно. А вы не хотели броню смотреть, а она-то есть. Знаете, какие надгусеничные полки? Да, вот в таком профиле сюда ему лучше не стрелять. Башня 91, 90. Краевые у нас здесь, естественно, ну, видите, какие скосы. Приведем к там до 280 рикошет, лючок 94, маска 143, 112, 125, ну в принципе дырявый, тут вверху есть какая-то броня. Боковое бронирование 40, фальшборд там до 50, вот, ну танковать понятно на нем такое себе. Иногда что-то даже можно вытанковать, но в принципе ВЛД интересная, как для ЛТшка, крепкая и надгусечные полки плюс ребра башни. Мы это запомним. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть основные модули. Всего лишь две пушки 7-го левела, стоковая и топовая 8-го. 180 альфа одинаковая. Бронепробитие у нас разное. Топовая чуть быстрее заряжается. ДПМ чуть-чуть выше. Точность получше, да. Ну и время сведения одинаковое. Поэтому, в принципе, да это ЛТшка. Это все равно не барабанная ЛТшка. Поэтому здесь все на засвет. А пострелять иногда можно. Поэтому упарываться там со свободным опытом на эту тачку, заходить, чтобы прокачать топовое орудие, точно ни к чему. Однозначно ЛТшке нужны топовая рация, топовый двигатель, топовая ходовая. Это даже не обсуждается, не стоит даже смотреть, а чем там лучше. Нужно, ЛТшке нужно все максимально, чтобы ей зажить до конца боя. По полевой модернизации смотрим. Вот здесь можно поглядеть, да. А к максимальной скорости, а к мощности дайте смотреть. У нас почти 34 лошади на тонну. Максималка 68. Удельная мощность хорошая, набирает танк быстро максималку. Поэтому рекомендую все-таки максимальную скорость увеличить. Прям реально до 70. Это первое. По орудию. На прицел, либо на время заряжания. Конечно, на время заряжания, потому что на прицел нам уж точно не надо. А вот как попадаем в ПВП с ЛТшками, чем быстрее вы зарядитесь, тем быстрее вы убьете в ПВП эту ЛТшку и, возможно, выживете. Вот. Здесь противоосколочную защиту и вторым слотом на мобильности, понятно. Так. По оборудованию стандартный комплект поставил ЛТшки в первый слот, дающий дополнительный буст на обзор, командирский обзорный прибор, поставил просветленную оптику и малошумку. Все для максимального ЛТ-вода, вот как раз про нас. По снарядам основной ББХ, голда, подкол летят очень быстро. Основной летит 1050, голда вообще 1313. И отстреливать ЛТш, конечно же, очень удобно с такой скоростью полета. Снаряжение, ремка, аптечка, желательно огнетушители автоматические. Я вообще доп. Паёк поставил покатать. Люблю на ЛТ доп. Пайки ставить. Экипаж, 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой. Вот. У ВН у нас, ну считайте, что их нет, минус 5. По ХП 1050, как для ЛТ, это вполне себе даже неплохо. Это не 900 и не 950. По мобильности при такой сборке 68 вперед, 20 назад, 34 лошади на тонну удельная мощность. Обзор 440 метров, ну для восьмерки нормально. По незаметности у нас почти 41%.
Да, перки незаметности выкачаны у всех, 41%. Неплохо. По плюсам и минусам танк. Первый минус, как для ЛТ. И самый, кстати, важный для этого танка. Это его силуэт, он очень высокий. И в каких-то кустах танчик банально просто будет светиться своим люком и своей верхней частью башни. Вот. Дальше. По поводу незаметности. Она здесь в цифрах хорошая. Но по опыту на равном оборудовании на 8 левеле ELC, а их очень много в рендоме, вас будет пересвечивать, к сожалению. Вот так. Сколько я не катаю, елки всегда пересвечивают. Безусловно, зависит все еще от того, стоите вы, либо двигаетесь. Но как так получается, елка пересвечивает. По обзору, в принципе, плюс 440 это good. Опять же, у нее 440 метров, потому что высокий силуэт. И это good, неплохой обзор. По мобильности все хорошо, тоже плюс. По ХП даже плюс. Кстати, здесь чуть больше, чем обычно. По огневой мощи очень комфортная скорость полета снаряда. Хорошая точность орудия, 100%. Очень хорошее точное орудие. Вот, но минус отсутствие УВН. Поэтому плюс-минус по сути. Вот. Как-то так. Ладно, предлагаю уже отправляться. Поехали на ТБ, прокатимся, посмотрим, а как она себя ведет-то в бою. Вообще хороший, нехороший. Поехали. Так, у нас обзор боем ЛТТБ. Попали на Прохоровку. К 8 левелам. Конкуренты из противников у нас елки. Это плохо. Это очень плохо. Ну, как-то будем выходить из ситуации. Елочки, значит. Блин, респанул немножко неудобно. Эх, правее бы вот, вместо КВ-5. Да, проходная прокачиваемая ветка, танчик. Едем светить. А кто у нас второй ELC? Понятно. Светим. Светим. Хорошо. Ну, на центре у них танков прям дофига.
Куда он поехал? Идиот, а. Ладно, пока 1200 мы насветили. Главное ЛТшку не проспать. Хорошо. Хорошо. 4-1. Девятка, я думаю, скоро наша отлетит. Так, одна елка-то у них уже все скопытилась. Это хорошо. Вот, добро. Но это 59-ка рентгене. Итальянцы. Блин, если бы засветилась на той стороне бы ЛТХ, я поехал бы по аллее. Но пока, увы. Кстати, у нас ЛТшку тоже убили уже. Что достаточно плохо. Опачки. ИС-3, глядь, что-то исполняет. Фидуна сносите. Ага.
Гасите Федуна. Все, годно. Так, 10-7. Хорошо. Надо арту ехать искать. Хорошо, 4К насветили, добро. Все. Добро. Арту подбили. Астрон на центре. Я в свету. Ага. Понятненько. Ко мне едет. Скотобазец. Вот он. Опачки. Давай ко мне. Оба. Ну все, убиваем. Все. Добро. 4500, 5, там 200 мы суммы дали. Аккуратничали, переиграли всех ЛТшек, не рвались на первую линию, как многие летят. Хороший ли танк ЛТТБ, да, он же тоже является дамагером, учитывая его КД, в принципе. Точность орудия, да, вот этот длинный ствол. Нормально мы, добро. Постреляли чуть-чуть. 3 фрага у нас, да, 3 фрага. И посветили на 4550, ну да, 5 с небольшим, там, 5200 сумма. Сойдет. Хороший ли это танк? Ну, в большинстве случаев у нас сейчас в рендоме очень много елок. А елку, конечно, от ЛТБ будет тяжело пересветить. Опять же из-за габаритов. Мы высокие, в каких-то местах елка банально по высоте будет стоять и не светиться. А мы в каких-то кустах низких будем светиться, потому что все-таки силуэт у танка достаточно высокий. Да, он узкий. По длине, ну, такой, не прям уж прям огромный, но мы высокие, и это плохо, зачастую. Вот. Ребята, кто катает до сих пор на ЛТТБ, либо проходит ветку, либо есть в ангаре, какой вы используете оборудование? Мне кажется, все-таки стандартный комплект, да, командирка, просветленка и малошумка наилучшим образом этому танку заходит. Вот. Это такой активный все-таки засвет, да. Видел, как на этих танках с рогами катают, да, со стереотрубами и с маскировочной сетью, жесть. Я считаю, вот так надо ставить. В первый слот обязательно командирку, сюда просветленку. А танчику, ну, 4 он заслужит, что, обычный танк, ЛТшка. При должном умении можно на нем он по 5К суммы светить, чего нет. А почему нет? Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии. Я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.